Всем привет из Одессы! Всем привет из весенней, теплой, солнечной Одессы. Мы сегодня приехали в центр города, потому что в Одессе замечательная погода. На улице очень солнечно, тепло, 9 градусов тепла. Так красиво поют птички в Одессе, все радуются, что уже пришла весна. Да, сегодня очень тепло, и многие одесситы вышли на улицу прогуляться и снять очередной стресс. Сейчас мы все покажем. Вот так сегодня живет город. Мы, как сказали, уже приехали в центр. Чувствуется, что весна, все просто сидят на лавочках и принимают солнечные ванны. Еще не лето, столиков еще нету. Летом здесь очень красиво. Все отдыхают на улице. Светят фонарики вечером. И все приобретает совершенно другой вид. Что сегодня нет ни уличных музыкантов, никого. Вот, несмотря на положение в стране, все равно приезжают туристы, и здесь сейчас проходит экскурсия. Город живет, город продолжает развиваться. Это, конечно, не может не радовать. Идем в Одесский двор. В Одесский двор? Давайте зайдем в Одесский двор и вам его покажем, раз мы уже здесь. Ага. Вот так выглядят одесские дворики в центре города. Старый жилой фонд. Да, это старый исторический жилой фонд. И посмотрите. Супер. О, ну, сушка белья во дворе, это стандарт. Ой, здесь, ага, здесь сквозной двор, проходной. И мы сейчас пройдем на его другую сторону. О, смотрите, какая буржуйка интересная. Посмотрите. Интересно. Сразу чувствуется одесская дворовая атмосфера. Я не был. Посмотрите, какой он длинный. Очень интересно. Дальше. Посмотрим, что здесь интересного. Посмотрите, в Одессе уже весна. Уже на деревьях почки, и совсем скоро будет зелено. Ой, как красиво. Какой красивый дворик. Здесь рисовали. Посмотрите, это дюк. Ну, слушай. И видно, что это очень старые рисунки. Очень актуальный рисунок. О, прошло много лет, а рисунки еще до сих пор актуальны. Очень красиво. Ой! Ну, конечно, что за одесский двор без кота? Одесский двор без кота одесского — это невозможно. Привет. Привет, котик. Кс-кс. Мур. Кичи-кичи. О, еще один. Подожди. Ирина, еще один кот. Посмотрите, какие в Одессе худые коты. Видно, что они совсем мало едят. А мы идем. Посмотрите, здесь во дворе даже есть французские балконы, их называют. Видно, что они очень старинные, но еще до сих пор красиво смотрятся на окнах и украшают дом. Мы закрываем двор. Закрываем, чтобы никакие другие блогеры сюда не пришли. Мы идем на одну из самых главных и самых известных площадей в Одессе. Конечно же, кто нас смотрит из Одессы, все уже догадались, наверное, на какую. Ну, а для тех, кто не был в Одессе или еще не понял, куда мы идем, мы сейчас, конечно же, все покажем и расскажем. Играет везде музыка, уже чувствуется, что скоро лето. Мы уже не можем дождаться. Мы
Мы сейчас идем по улице Лонжероновской. Именно на этой улице было построено самое первое здание в Одессе. Но, к сожалению, эта постройка не сохранилась до наших дней. Но осталась лишь только память о таком интересном факте. В самом начале войны, когда мы уезжали из города, было практически все закрыто. Большие окна были забиты фанерными листами, чтобы они просто не повылетали от взрывов. Но прошло 2 года, и город приспособился и научился жить в современных реалиях. И это радует, потому что одесситы и жители города могут приходить в центр города и наслаждаться временем, выходными, которые они могут провести здесь. Мы сейчас идем по историческому центру города. Здесь видно, что все отдыхают. Сегодня выходной. И поскольку на улице тепло, то просто-напросто такое ощущение, что весь город вышел на улицу гулять, дышать воздухом и снимать стресс. Смотри, какой красивый небо. Ой. Памятник. Посмотрите, как красиво, как мило. Я помню это заведение, оно сохранилось до сих пор, переживает войну. В Одессе даже есть кафе, в котором вы можете хорошо провести время в компании вот таких вот белых и пушистых медведей. Милота, подергиваем его зуб. Здесь еще рождественская немного атмосфера. В Одессе очень красивые есть винтовые лестницы в парадных, и мы надеемся, что в скором времени вам все покажем. Когда посещаешь Екатерининскую площадь, то она тебе напоминает, что в городе идет война. Одесситы приносят флажки с именами погибших защитников Украины сюда, на Екатерининскую площадь, чтобы почтить память героев, которые отдали свою жизнь за защиту нашей страны. Наши одесские коты запечатлены даже в таких симпатичных скульптурах. И мы уже не первого такого встречаем. Здесь у него Париж, Эйфелева вежа. Когда-то большое количество котов я видела только когда была в Стамбуле. Но сейчас в Одессе котов стало так много, что мне кажется, что они переплюнули даже Стамбул. Поэтому они изображены на разных домах в городе. И даже есть кафе с котами. И даже мы только что видели пепельницу с котами, которую вам сейчас покажем. А вот такая вот креативная пепельница с котами есть в центре города. Угадайте, что за нами? Это за нами Дюк. Его закрыли, чтобы не повредили его, потому что это самый первый памятник в Одессе. Да, это самый старый, самый первый памятник в Одессе. Он существует еще от самого начала города. К сожалению, не можем его вам показать. Он красивый, из бронзы, но его закрыли с целью, чтобы его сохранить в случае атаки. Дай бог, он сохранится в своем первоначальном виде. Потому что пережил этот памятник очень-очень много исторических моментов. И это переживет. Да. В Одессе есть тоже многовековые деревья, которые тоже много чего интересного видели на своем веку. Будем надеяться, что они тоже уцелеют, потому что центр города под ежедневными обстрелами.
Іди, все, не отвлекаю. Drodzy widzowie z Polski. Wcześniej nigdy tego nie wiedziałyśmy, ale czytałyśmy bardzo ciekawą informację i miasto Odessa nie jest bardzo obcym dla Polski. Do historii my jeszcze zwrócimy. Będziemy wszystko opowiadać o wszystkich naszych filmach. A dziś chcemy powiedzieć, że Odessa jest miastem bratem i miastem partnerem z 1996 roku dla Gdańska i nawet tutaj w centrum miasta jest tabliczka i teraz my pokażemy. Jest z 2010 roku miastem bratem dla Warszawy i miastem partnerem dla Łodzi. I taki zaskoczeni byliśmy i nam tak przyjemne. I nawet w centrum miasta na tabliczkach mamy napisy tych miast. I teraz wam wszystko pokażemy. Zobaczcie, Gdańsk 1222 km od Odessy. I zobaczcie Łódź 1005 km od Odessy do Łodzi. Więc nie jest to tak daleko, naprawdę. Сейчас мы идем к оперному театру и слышно, какая-то оперная певица уже распевается. Надеюсь, вам слышно. Мы надеемся, вам слышно. Мы не поклонники оперы, потому что для нас это еще нужно выдержать и пережить. Но это действительно искусство, и быть оперной певицей или певцом это очень сложно. Мы сейчас снимаем фильм в центре города и видим, что очень много пострадалых зданий после ежедневных обстрелов. Центр города очень жестко по ночам здесь. И мы видим, что очень много зданий без стекол. Очень жаль, так как центр занесен в наследие ЮНЕСКО. Возле оперного театра растут такие красивые деревья. К сожалению, они еще без зелени, но даже сейчас они очень прикольно выглядят. Вы посмотрите, как это можно не любить. Оперный театр – это поистине украшение города Одессы. Нету такого туриста, который бы не приехал в Одессу и не сфотографировался со зданием, возле здания оперного театра, потому что оно настолько прекрасно, и его можно разглядывать часами. 10 лет Одесса ждала, чтобы ее внесли наконец-то в список наследия ЮНЕСКо, центр города. И наконец-то это сделали. Наконец-то это свершилось, и очень хочется, чтобы центр города остался целым, потому что вся Одесса – это центр города. Посмотрите, какая красота. Nie wszystkie mieszkańcy naszego miasta i wcześniej i my nie wiedzieliśmy, że Polacy zrobili taki duży wkład w Odessę. Na początku jeszcze długo, jak ona tylko była zabudowana, dużo Polaków tutaj mieszkało, bogatych Polaków. I teraz tutaj stoimy koło Opernego Teatru Odeskiego i chcemy powiedzieć, że w dopracowaniu projektu Opernego Teatru, tym dopracowaniem zajmował się polski architektor Felix Gonciorowski. Więc to bardzo ciekawe. I teraz dla nas zwłaszcza, bo my już trochę pomieszkałyśmy w Polsce i bardzo nam to podoba, że taki trochę krewni jesteśmy. Всем известный журнал Forbes включил Одесский оперный театр
в список самых необыкновенных зданий Восточной Европы. И, конечно же, это очень правильно и достойно, потому что этот оперный театр действительно должен быть в самых лучших списках архитектурных достопримечательностей городов всего мира, потому что он прекрасен. Сейчас мы находим в известный Одесский сквер, которому уже тоже много-много лет. Это Пале Рояль. Красивое очень название. Сейчас здесь нет еще рестораны, не выставляют свои столики. Но летом здесь такое прекрасное, чудесное место, когда работает фонтан. Здесь хочется сидеть и наслаждаться красотой. Посмотри, какая здесь тоже красивая архитектура. Сейчас покажем. Здесь много лет назад в сквере Пале Рояль была военная площадь. Но потом с помощью работы известного одесского архитектора здесь были установлены торговые ряды наподобие парижского Пале Рояля. И, конечно же, от этого и произошло название, которое сохранилось до этих дней. И, конечно, где ты сегодня пил кофе? В одесском Пале Рояле. Ну, правда, звучит. Здесь установили такой красивый украинский флаг из роз, искусственный, с бабочками. Это очень красиво, я считаю, украинский флаг. Это прекрасная символика, он очень хорошо передает все краски страны, особенно весной. Голубое небо и пшеница летом. Вижу, что установили уже первые столики на улицах, потому что сегодня действительно тепло. А вот фонтан в Пале Рояле, но, к сожалению, из-за того, что еще холодно, он не работает. Но, конечно же, вскоре эта ситуация изменится. Во Вроцлаве красналы, гномики, в Люблине козлики, а в Одессе евреи. Ну, потому что этот город тесно связан, конечно же, с еврейским народом. Многонациональный город, интернациональный. Да. Поэтому история связана и с поляками, и с евреями, и с греками, и с турками. Посмотрите. Спогади про Озиаса Хаиса. Посмотри, как у него кошелек блестит. И какой он полный этот кошелек, Да. как у настоящего еврея. На удачу. Мы сейчас идем кусочек по улице Дерибасовской, а здесь сегодня жизнь просто кипит. Посмотрите, все вышли, просто все вышли. В магазине всех встречает пес, который лежит на входе и не хочет двигаться. Не, убежал. А, он увидел просто другую. Я думала, ты игрушка, а ты, оказывается, настоящий. Посмотрите, просто из-за того, что солнечная погода, все одесситы пошли снимать стресс. Посмотрите, просто сотни людей. И это в основном все жители города. Это еще не туристический сезон. Очень приятно видеть, что город живет. И несмотря на сложные и тяжелые будни, и особенно тяжелые ночи, в Одессе все равно кипит жизнь. Нет, это Мишка. Жаба. Так, здесь все фотографируются с Мишкой. Посмотрите. Но
Сейчас мы находимся на улице Дерибасовской, но покажем мы ее уже вам в следующих наших видео, не все сразу. Бузяч. До свидания. Одесса передает всем привет, wszystkim поздравления зі wspaniałego miasta Одесса. Пока-пока.